Виктория, ты в эфирном пространстве. Да. Угу. Найди в эфирном пространстве на счет 3 эфирное тело Марка. Марк. 1, 2, 3. Так, я его вижу. Так. Энергосфера прозрачная, но у него вот правая нога как будто бы в таком черном, как носочек такой черный. Подключка тянется. Потом в сердечной чакре вижу, находится там мать, держит ребенка и как-то вот так как бы улюлюкивает его. Плохие такие эти Угу. энергии, и считывается, что сучит что-то в рот. Угу. И в секторе магии находится его мать. Угу. Я вижу, что от нее идет в сектор принятия решений такая черная энергия, она поднимает юбку вверх и как между ног отрезает такие черные энергии несколько раз. Она делает аборт. Угу. Так, хорошо, Виктория. Вернись к эфирному телу Марка, считай его эфирное ДНК. Это он. Спроси у него разрешение потрудиться с ним и для него. Он говорит, что он разрешает Угу. и хочет избавиться, говорит, от наглости матери. Угу. Давай посмотрим ключевой момент наглости матери к Марку. Ключевой момент. Пусть он покажет. Я вижу, что он находится в секторе миссии и идет на воплощение. Мать Угу. находится в секторе магии, а со стороны интерферентов такой черный спрут. Вот он показывает эту ногу свою, то есть он, как считывается, заморался в этих энергиях, подключился к эгоцентризму матери. Угу. И я вижу, как в секторе магии появляются ножницы, которые отрезают. Угу. Считывается пуповину жизни. Мне идет 3 раза. Это 3 аборта. Мгм. Так, давай посмотрим, когда он... Угу. Да, посмотри, первый тот аборт, в котором была душа Марка, самый первый. Я вижу, что он упирается ножками в таком маленьком черном шарике, а этот ржет. Эти энергии с прута и демона. Угу. Так, а что это за черный шар, Виктория? Это его считывается вот место, как домик. Угу. И он сужается, я вижу, он сужается и заходит как в сердечную чакру, а его энергосфера вот так выдавливается, светящаяся, и там в секторе принятия решений что-то есть. Давай посмотрим. Считывается какой-то колдовской знак. Угу. Так, что это за знак? Давай посмотрим, что это за колдовство и знак в секторе принятия решения. Я вижу там
его мать, Так. которая берет вот его ребеночка вот так руками и отдает в сектор интерферентов. А там такой род, который пожирает его. Мгм. Это предательство. Она заменяет, то есть она поменяла, считывается вот ее утробу живородящую вот на Так. это, на эти сексуальные удовольствия. То есть она Мгм. предала его живую душу ради удовольствия с мужчиной. Мгм. Так. Так, я Давай сейчас посмотрим. спрашиваю, что он чувствует в том моменте. Мгм. Нужно смотреть эту. Да. а, С кем он подписал Я контракт при этом слышу, да, аборта? что в это время, когда вот мать делает аборт, у него идет расщепление. Я вижу, что это расщепление, вот этот клапан, там должно быть 3 лепестка. Я вижу, как там идет как удар такой, прямо в сердечную чакру. Так. Считывается расщепление личности, это как гипноз. Насилие, я вижу, работает как удар топором. Мгм. То есть очень сильные энергии идут, убийство, предательство, и просто ребенок чувствует невыносимую а, боль, эмоциональную. То есть он не может понять, как его мамочка может это сделать с ним. Мгм. Так. Спроси у Марка, видит ли он эту ситуацию. Он говорит, что видит, но не на все 100%. Я вижу, у него такие черные на глазах, такие, как накладочки резиновые, как будто вот такие, ну, между глазами. Я вижу его зеленые глаза, Мгм. а сверху вот так эти черные. И у него, между прочим, он дальтоник, между прочим. То есть вот откуда эти импланты. Не видеть, Мгм. считывается, не видеть страх, не видеть смерть. Хорошо, Виктория, давай посмотрим, когда вот эти черные накладки появились в личном пространстве Марка впервые. Пусть он покажет это событие. Я вижу, что он ножками упирается, когда этот доктор там заглядывает. И он на себя, как бы уговаривает: "Мама меня любит, мама меня любит". Он до последнего как бы, пытается себя убедить в том, что сейчас этот ужас закончится и он будет жить. Мгм. Так. Я вижу, что я выступаю, сейчас для него в роли матери. И я его Мгм. подхватываю в том моменте, и просто, э, выношу. Так, я приказываю, кто находится в секторе интерферентом, приказываю всем проявиться и стать по старшинству. Всем интерферентам. Там появляется какой-то как механизм, и такие молотки, так стук, стук, оно так поворачивается, и так стук, стук. Снова я вижу 3 раза. Мгм. 3 раза пытался воплотиться. Я вижу, что каждый раз в его сердечной чакре получалось такое, как, черное, как будто клюв черный, вот так стук, стук, стук. Вот это насилие, это колдовство. Какой Мгм. контракт? Итак, и кто там стоит? Кто там стоит, приказываю проявиться и отвечать, кто такой. Появляется такая сущность,
как огромный спрут, а посередине такой рот, как пожиратель. Считывается пожиратель человеческих душ. Мгм. Это эгрегор такой, как считывается как вампир. Как людоед. Так, я Спруту приказываю отвечать. Что он делает в пространстве Марка? Он так и говорит, что он его пожирает. Мгм. Так, замораживаем этого Спрута. Посмотри, Виктория, есть ли контракт у Марка со Спрутом? Да, я слышу подчинение воле матери. Мгм. Давай посмотрим подробненько, на что согласился Марк в этом контракте. Он говорит, я согласился умереть по ее М, воле. Так. Трижды показывает вот так, трижды. Мгм. Он, Так, сейчас я хочу посмотреть, когда она его впервые убила, что произошло. Посмотри, Виктория, что произошло в этот первое убийство. Я вижу, что в эфирном плане это так выглядит, как будто у него правая нога вот так почернела. Мгм. Так, а что это значит? Почему она почернела? Что это за Она энергия? как будто бы отвалилась, как будто ее нет. Он как бы провалился считывается, обстоятельства смерти. Так, Вот. Потом был так. второй раз, и он как будто еще левая рука, ой, нога, тоже вот так, такой шар образовался, он как в эту пустоту провалился. А третий раз я вижу, что эта подключка пошла очень черная к сексуальной чакре. И считывается, что в третий раз она его одолела. То есть они не могли его подключить за первый раз даже полностью, а постепенно. Мгм. И сейчас я смотрю, я вижу, что выглядит так, как будто ему на голову одели мешок и по пятой чакре завязали. А Мгм. в сердечную чакру вот это как копьем. Вот это снова такой, как клюв, треугольник, как копьем в сердечную чакру. Да, и вот это постоянно идет, что 3 раза разовоплотился. То есть он не успел родиться, то есть пройти полный цикл от, Мгм. зачатия к рождению и разовоплотился, то есть, это как, бутон. Так, я вижу, энергия так расцветает и раз обратно, и так 3 раза. Считывается, 3 раза казнен. Казнен. Так, а считай информацию. За что его казнили? Это его мама казнила. Так, а Я вижу, какого? что это, а, вот эти, аборты, но вижу какой-то, случай, с охоты. Мгм. И вижу, что он стреляет из лука, а какой-то его товарищ стоит вот так за деревом, почему-то прячется. Но когда он вот так выглянул, то это Людовик. Он попал ему, он его убил. Он ему М. попал как бы в голову. Вижу, как бы в третий глаз. И Мгм. сразу появилась такая подключка. Это Так. такой эгрегор, вот этот странный, как спрут, такие, как
прозрачные лапищи. И они такие похожи, как от лап. Потом еще растут другие лапы, как расчленяются вот так и расползаются, как метастазы. Мгм. И это эгрегор. Считывается предательство друга, а друг Мгм. Так. Что это за друг? Приказываю ему проявиться в соответствии с эфирным ДНК. ну, я хочу рассмотреть, что это за значение слова «друг». Мгм. Так, хорошо, Виктория. Оно Посмотри. считывается как другой одинаковый. То Другой. есть такой же, как я, только, ну, как бы не здесь, а вот здесь. Другой я слышу. Это Так, как братья. То есть человеческая душа, так, а давай посмотрим, что это за друг. кто он был? Потом. Я Да, вижу, что он играл роль. Он был уже под воздействием темных. Мгм. Какой-то Карл. Карл. Так, Виктория, а считай информацию. Знаем ли мы Карла в других воплощениях или в наше время? Вот так идет. Нет. И он был убит. Он юношей был убит. Мгм. Это как друг, его друг. Так, на прошлом сеансе мы вот этот контракт, связанный с этим другом, его убийством расторгали. Виктория, считай, почему этот контракт не закрылся, и эта ситуация Так это не вновь контракт не вылезает. закрылся. Это как раз потому, что мы его расторгли, Так. то проявился этот следующий контракт с матерью. То есть Мгм. это раскрылось пространство. Так, какая-то зацепка еще осталась, я так полагаю? Нет, это зацепкой было, да, и показывается сейчас, что как сработала карма. То есть у него это чувство вины было по отношению к другу, и а, поэтому он как бы был предан смерти. Мгм. А почему оно... А, слышу, что все в свое время. Он показывает вот эти черные очки, как бы вот эти накладочки, они как резиновые. Мгм. Считываются материнские блоки, то есть не видеть предательства матери. Мгм. То есть сейчас акцент не на том, что он тогда сделал, а на том, что он не видел и не осознавал предательства матери. Мгм. Так, предательство матери — это в нынешнем воплощении. Да. А какая ключевая ситуация с этим другом? Давай посмотрим, как она. Ну, там я вижу, что там тоже проявляется его мать, Так. предательница мать. Мгм. Давай посмотрим Она это та же предательство. самая. Она Мгм. считывается, что я вижу, а, отдала, вот так переставляет его, куда-то другому, кому-то передала другому. Вот это слово другой тоже идет. Мгм. Так, давай посмотрим это событие, ее решение передать Марка другому. Что это за событие? Так, я вижу в эфирном плане, она какую-то черную штуку ему на голову как бы продевает через седьмую чакру. Венчание. Мгм.
другой. То есть другому другой, она отдала другой. Другой. Ну, предательство души, Да, да. чтоб за тебя Ради не короны, да, вышел. ради этого. Ради Ради, считывается, власти. коммерческих интересов, да. Даже Ну, так. вся власть, это же есть, ам, защита коммерческих интересов. Мгм. Так, давай посмотрим этот случай. Давай первый случай посмотрим, когда Марк продавился под своей матерью в том воплощении. Первый случай, когда Марк предал свою душу и продавился под волей матери. Я вижу, когда он, ребеночек. И, ну, несколько лет ему, годика 4. Мгм. И считывается, что какой-то ритуал, поддаться узурпации власти. И Мгм. я вижу, что над ребенком проделывается какой-то ритуал Так, передачи да. власти, какое-то Да. посвящение. Мгм. Посвящение. Да, Виктория, подробно посмотрим, что при посвящении происходило. Я вижу, что идет подключка к сексуальной чакре и одевается как такой какой-то котелок на голову. Мгм. И идет, как треугольничек такой и тянется в сектор магии, в сектор интерферентов, и там теряется его. Короче, идет контракт какой-то. Мгм. Так, кто в секторе магии находился при этом посвящении, приказываю ему проявиться. Всем, кто находится в секторе магии, в технологии. Проявляется, Мгм. существо, как этот черномор, ноги в растопырку, вот эта подключка между ног, рот такой злой. А, Мгм. считывается интерферент власти, как паразитическая власть. Мгм. Власть, высасывающая энергию. Это делал какой-то культ. Мгм. Я вижу, что это церемониальный обряд посвящения, какое-то как братство, как Мгм. масонское что-то такое. Так, кто там главный проводил церемонию? Приказываю ему проявиться. Я вижу, там проявляется мать. Так. Она является как, вот она сидит, вот как королева какая-то. Имени, Мгм. правда, еще не идет никакого. Так, кто там Вижу еще есть? ее. Мгм. Она как, ключевая фигура, предательница. И идет, какой-то, идет слово "рашпиль", Мгм. имеется в виду как будто напильник такой, который делает, М. стирает какую-то поверхность, делает, обнажает. Мгм. Так, Там как, нерв обнажает. Я ему так. приказываю проявиться, как он на физике выглядит. Мгм. Я вижу, что это какой-то масон. У него такой фартушок, потом какая-то вот полотенце на руке и какой-то крест, как крестоносцы, вот такой крест равносторонний, не христианский. Рыцарский орден. Мгм. Так, я этому масону приказываю отвечать. Кто он такой, как его зовут?
Идет слово Милослав. Милослав. Так. Мгм. Милослав. Приказываем отвечать, что он делает в пространстве Марка. Он говорит, что он готовит, как нащадка. По-украински говорит. Готовлю нащадка, то есть будущее поколение. Нащадок М, это Так. а, ну, тот, кто рождается, потомок. Вот, готовлю Потомка. 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 Да, Так. потомка. Так. Зачем ему это нужно? Ему приказывают отвечать. Он говорит, что он должен умереть на казни, он должен быть казнен. Так. И я вижу там как часы, такой инструмент, вот этот, который поворачивается, и вот так вот 3 раза. Раз, 2, 3. Я вижу, что как будто бы 3 раза казнен. Мгм. Так, а им отвечать, приказываю отвечать. Какого он нащадка готовит? Какое поколение? Он говорит, тоже я слышу по-украински, тремтіти, то есть дрожать, то есть поколение дрожащих, боящихся за свою Мгм. жизнь. Так, вот это уже яснее. Мгм. Так, а зачем ему эти дрожащие, боящие? Зачем они ему нужны? Зачем он их готовит? Приказывает отвечать. Он говорит по контракту смелости. Так, контракт. А что это за контракт? Контракт Приказываем показать. смелости, контракт мужества. А, И сейчас проясняется пространство, и я попадаю, как считывается межгалактический договор. В Мгм. секторе миссии появляется Марк, появляется огромный. Так. Считывается мужество на риск. Множество. Так, спроси у Марка. Знает это, спроси у него, что это за договор такой, мужество на риск? М, Он вот так показывает, как будто берет эту черную, черное пространство, которое перед ним, вот так берет его, так как за шкирку, вот так за грудки, знаешь, как берут за одежду. Мгм. И говорит, мне нужна его душа. Так. Это кто говорит? Марк? Мне нужна Да. его душа. И Так. показывает, как вот так через него от сектора первоисточника идет такой светящийся шлейф и такая светящаяся штука какая-то вот в темном этом пространстве, что соответствует нижним чакрам. Я вижу, что это черная галактика. Ну, вся галактика, она построена вот точно так же, как и один человек. У нее тоже есть свои чакры, разум, все. И это соответствует вот а, детородным органам, я слышу. Мгм. Так, а спроси у Марка. Он сказал, мне нужна его душа. Чья душа? Спроси у него. Но он говорит потомка. Так, а кто это потомок?
показывает, говорит какой-то Потемкин. Мгм. И я вижу, что Что это за потемки? какой-то Потемкин и слышу нарцисс. Так, Нарцисс. я приказываю этому Потемкину проявиться согласно его физической ДНК, когда он был Потемкиным воплощение. Я вижу сейчас, что это за потомок. Мгм. Считывается нащадок бездны, потомок бездны. И я вижу, что этот человек, он воплощается, вот так идет, как воплощается дух бездны, воплощенный в физическом теле. Каратель, Так. эгоцентричный каратель. Мгм. Так, Виктория, давай, можешь так считать и карточки всех этих воплощенных лиц, чтоб были перед тобой? Кто это был? Ну, первый я вижу, что оно считывается Люцифер. И я вижу такое какое-то громадное существо с одним глазом. Так. А говорят, что Люцифер не был воплощен. Еще как был воплощен. Мгм. Давай посмотрим дальше. Следующее лицо. В нем считываются энергии Каина, считывается прибиватель. И Мгм. я вижу, что это выглядит, как будто он часть души своего брата прибил к какому-то пространству. То есть эфирная ДНК всех убитых находится в этом эгрегоре, который вот так крутится, эти как жернова такие штуки. Вот, считывается как прибиватель. Мгм. Так, следующее лицо. Я увидела такого человека, слышу Нимрод. Ам, Он вот так сидит, как на башне, и у него такой этот писюн длинный. Он вот так сидит, как паук, как как Черномор, то же самое. Мгм. И он на пирамиде сидит, то есть считывается как пирамида власти, Нимрод. Так, как-то он проявляется в сказаниях или в Библии? Есть упоминание? Почему-то идет вавилонский черепок. Мгм. Он строитель башни. А башня – это символ власти дьявола, сопротивляющейся власти первотворца. Марк там перед воплощениями на земле, когда он был божественной душой, Богом, он буквально как будто бы хвать за эти самые яйца этого Нимрода. Мгм. То есть ему нужна эта душа, то есть этот цикл воплощений прервать. Мгм. Так, давай посмотрим следующее лицо. Следующее лицо, я вижу, залетает черный ангел, и идет как перемена власти во времена Иисуса. Считывается Мессии, этого Так. царя, который был наместником Бога на земле,
Он был мессия. Он должен Мгм. был, я слышу, упредить власти дьявола на земле, но этот черный ангел падший, Мгм. тоже он считывается как Нимрод, то есть та же духовная сущность, возвеличила, вот так я вижу, возвеличила власть сатаны. Мгм. Так, И появляется вот так, как корона Папы Римского. Мгм. Так, кто он был на физическом плане? Этот дух Люцифера. Кто был? В ком Считывается он был? брат. Брат. Так, а чей брат? Мне идет почему-то твой брат. Так. А я в том воплощении кто был? Ну, вот этим мессией, этим Мисс- царем был, который Так. выполнял по конам Вселенной, должен был как бы предупредить или подавить вот этого, ну так и Мгм. идет, Нимрода. Нимрод это как символ воплощенного дьявола, Мгм. который олицетворяет власть дьявола, которая сопротивляется власти Первотворца. Мгм. Так, а сейчас я перед тобой. Вот спроси у Ну, меня. ты вот там в том А, воплощении, да. так, можешь спросить у меня, что это за брат? Кто он такой, этот брат? Но это на физическом плане, Мгм. Так, как двоюродный брат, ну какой-то вот так, свояк, брат. Сейчас я вот это слышу, но хочу узнать, это мое знание или это я считываю. Я слышу комнин, Комнин. Мгм. Фамилия там этих. это это род Так, Камнин, это царствующая династия. Да, я так и слышу, царствующая божественная династия. Андроник. Да, а этот это ангел, так и есть ангел, но только черный ангел. Вот он Так, прилетел, этот черный ангел. Это родственник, как брат. так, а как его имя на физическом воплощении? Так, я пока вижу этого только черного ангела, который взлетел. Так, я этому черному ангелу приказываю проявиться в том воплощении при Андронике. Как он выглядел на физическом плане, ему приказываю проявиться. Ну, я вижу какой-то человек, который одевает на себя такую шапку, как Так, и меховой. этому человеку приказываю отвечать. Кто он такой, как его звали в том воплощении? Так, там появляется целая структура власти, а не один человек. Там появляется Синедрион. Считывается как подкупленная власть, священницкая власть, священники какие-то. М, А с них уже появилось, с этих предателей уже, с этого культа предателей появился вот эта шапка, как яйцо Папы Римского. Так, вот этому же человеку я еще раз приказываю отвечать. Он кто именно, как его именно зовут в том воплощении? Именно его. Пока Он не он... проявляется, там просто черное такое, как дыра, как пятно, и мне не хочется идти туда. Ладно, Он как хорошо, не ходи. поглощен,
Мгм. Как будто бы, я извиняюсь за выражение, как там такая черная писька. И он вот так внутри там. Мгм. Ладно, Виктория, может потом... Тогда отсоединись от этой ситуации. Да. Давай посмотрим следующее лицо. Кто он был в следующем воплощении, этот Люцифер. О, вижу этот Гитлер. Вот это зигует. Мгм. Так, понятно, хорошо. А от него он такой, как, знаешь, как дух красный. От него идет такая подключка к этому. А в секторе магии находится вот с трубкой Мгм. Сталин, да? Сталин. Ага. А, Дух работал на обе стороны. так он во всех, он может в миллионе человек, в Да. миллионах, 100 миллионах работать, и в миллиардах. Это да. Это же невидимый дух. Кто поддерживает этого духа, в том он и работает. Люди отличаются только по духу, больше ни почему. Мгм. Какой дух человек проявляет? Или дух праведности, то его дела об этом и говорят. То ли дух Мгм. вот этого предателя, рода человеческого или дьявольский дух. Тогда этот человек поступает как предатель, он предает, он убивает, он лжет, он Мгм. выкручивается, он эгоцентричный, вот буквально как бы этот, как знаешь, как выкручивается вверх, выпендривает, он, который Ну да, ник- проявляется, в общем, этот дух на всех уровнях. в Так, делах, то есть он ага. проявляется в том, как человек себя ведет, какие Мгм. поступки он делает и что он говорит. Если он говорит ложь, то он проявляет дух этого дьявола. Потому что М. дьявол это же э, брехун. И он не может М. говорить правду, он постоянно лжет. Ага. Виктория, вот такой вопрос. Дух-то он проявляется во многих, а Да. воплощался Люцифер? Я тебе говорю, что вижу красный, вот этот М. зигующий. Мгм. А, Так. но от него Ас идет такая, этот красный, как будто бы из раскаленного железа сделанный. Но от него идет такая черная подключка, и вот уже образ как живого Сталина. Мгм. Так, хорошо, отсоединись от этой ситуации, Виктория. Да. А, а кто сейчас в нашем времени проявляет его, может быть, в наибольшей мере, это дух Люцифера? Вот этот нащадок, приемник. Я вижу, что появляются такие руки, как будто бы вытаскивают из сектора магии такого черного ребенка. Ну, не негра черного, а энергетический, вот так как Мгм. рождается. Так, Считывается как рождение мафии, считывается приход, ждут. так. Кто это ждет? Мафия ждет. Прихода. Рождение Люцифера, воплощенного. Так, он еще не воплощен. Сейчас, я правильно понимаю? Это они ждут прихода Антихриста. Ну, наверное. Мгм. Я думала, что это сказки. Может, это... Короче, я никогда в это не верила. Мгм. Так, хорошо, Виктория. Отсоединись от всех этих ситуаций и Отсоединяюсь, да. вернись в сектор миссии, вернись к Марку. Да,
Он сказал, что мне его душа прервать вот этот, Он блин, буквально берет вот этого антихриста, вот этого черное это все пространство, как будто бы вот за яйца вырывает. мгм. И говорит, что ему нужно его семя. Так. И семя дракона, говорит. А я А, спрашиваю, зачем? И он показывает уничтожить. Вот этот снова идет молоточек, как его там уничтожали, вот так уничтожить его. Тук-тук-тук м. молотком. Так, контракт на это уничтожение Да, или я план его. слышу на смелость. Мгм. Пусть Марк покажет это событие, заключение этого контракта, что происходило. Пусть он покажет. Я вижу, он как божественная личность, говорит с каким-то человеком, у которого вот так с морды такие, как щупальца висят. Мгм. Так, у кого щупальца висят, я ему приказываю проявиться согласно его эфирному ДНК и назваться, кто он такой. Что-то он запрыгал. а, этот же и есть Люцифер. Только как он запрыгал, как будто бы он на такой палке, а, прям визжит. Что-то он, Что-то ему поплохело. да, поплохело. Так, хорошо. Давай посмотрим, какой контракт, о чем говорят Марк и этот Люцифер. Там идет о смелости. Сейчас я посмотрю, какой смелости. Угу. Посмотри, Виктория. И Марк говорит, что... я вижу, он вот свою правую ногу вот так в это пространство, он держит этот контракт, Так. говорит о несоизмеримой смелости. И он показывает, что это он готовится идти на воплощение, Угу. и он Это называет это черное пространство как на воплощение к другу. А почему к другу? Почему он его другом называет? Спроси у Марка, почему он называет его другом. Я вижу, что перед воплощением этот Люцифер, он пришел, и Марка вот так, ну, как два бога или как два ангела, и он его вот так похлопал по плечу, и считывается, что рассказывает ему басни. Угу. Ну, лжет что-то. Сейчас и они вот так сели, вот, и он ему предлагает узнать причины бытия. Угу. Причина бытия. Так. Он ему рассказывает и показывает, как такие фейерверки. Сейчас я спрошу у Марка. А у Марка получается вот такие брови. Предательство? Нет, он вот так смотрит, Ага. и брови вот так вот. Угрюмый? Нет, такой не угрюмый. Сейчас я скажу. Да. Скажи, как это характеризуется? Ну, Что это? одно слово не слышу, но идет вот такое, как он его разоблачил, и как бы какое-то выжидание.
Типа я тебе покажу. Мгм. Так, хорошо. И я сейчас посмотрю, и когда он брови так сделал, то именно подключка пошла, к бровям. То есть вот сюда, в зрительный центр. Мгм. Он его как бы, шантажирует, дьявол, как вызывает его вот так, знаешь, подпрыгивает и вот так задирается, да, то есть, Мгм. разные способы. Типа И не получается, сможешь, ну, это самое, ну, какая-то вот это так. А у так, Марка постоянно идет как, смелость. И я уже несколько раз увидела вот как предстоящую операцию. Там это был, должен быть как заключительный, момент. мгм. И я вижу, что операция как отвлекающий момент, маневр. Это операция на физическом плане? Да, ну, на которую он вот готовится. Сейчас. Да, и я вижу, что, надо смотреть контракт. Я вижу, что эти смерти, аборты, что он пережил в этих воплощениях, это вот постоянно идет как это клювом, чтобы его задолбить, то есть, а, ну теперь-то и понятно. Вот в этих яйцах, Мгм. что Марк ухватил, Сперматозоид. Ага, так. это его энергия, Ну это да. его контракт. Это, темный мир использует его, божественную светлую, душу для того, Потенциал, что да. Потенциал да, частичкой да, души, да? да, Давай вернемся к этому контракту, Виктория. да. Посмотри, на что Марк согласился с этим Люцифером. Он, я вижу, согласился быть пониженным в духовном плане, то есть потерять свой эволюционный, потенциал. Вот жернова эти идут. Вот. Умереть, несколько раз, не родившись. То есть это идет контракт на это первое, потом эта зацепка была сделана. Этот друг его, это был слуга, дьявола, который подстроил его, зацепил его, когда он, убил его. И Мгм. все держалось на предательство его матери в том воплощении и в этом воплощении. И я ему передаю информацию о наших сеансах и о том, в том воплощении. Да, этих расследованиях сегодняшнего сеанса. Покажи ему все обстоятельства. И я вижу, что, а, я как будто бы вот так к нему наклонилась. Я и тоже здесь играю ключевую роль. То есть, вот это, что я рассказывала, вот это, что меня взбудоражил, это, что случилось с Азовом, да. И для меня это как предательство со стороны украинской власти, тех, кто не может за себя постоять, то есть раненые люди, которые недееспособны. Точно так же я вижу, что даже вот капелька какой-то э, моего согласия, чтобы потерять его во время операции, когда он будет ну, не способен за себя постоять, вот это бы сыграло на руку, темных.
Мгм. И Беспомощность. да, и я вижу, что я считываюсь, ну, как определяющий момент, то есть моя верность как, ну, как его часть, потому что мы как разделились. Я как его женская часть, а он как мужская, одной и той же сущности. Мгм. И я вижу, что это как колода карт, в которую было, то есть вот этот контракт и вот эти все предательства со стороны дьявола, то есть он подстраивает вот эти все ситуации обманным путем, и это как меченая карта в колоде карт, то есть это нечестная игра. Так, давай спроси у Марка, как он запланировал расторгнуть этот контракт, каков был его план? Так я еще, например, не понимаю. Так, Ну, план был такой, забрать у него это. Я хочу узнать. Спроси у Марка, он отдал вот эти в яйцах, да, Люцифера, его энергии, частичка души. Что взамен Люцифер отдал Марку? Спроси у него. Что по контракту с Люцифером он взял за место этих частички души? я вижу, что вот так, как через нижние чакры Марка идет энергия, вот эти, они прямо видно, эти сперматозоидики. Мгм. Потому что он не мог воплотиться без божественной искры жизни. А Марку в сердечную чакру. Я вот вижу этот сон, вот эти камни, Мгм. то есть каменное сердце, то есть эм, вот в сердечную чакру и идет эта подключка черная. Мгм. Что это за каменное сердце, Виктория? Посмотри. Она считывается как каннибализм. Энергии пожирают сами себя. Мгм. То есть вот эти энергии, которые позволяют бояться смерти, и поэтому вот как пожирает, потому что вот эти энергии смерти, они же присутствуют. И естественно, что реакция – это страх. Душа боится, не хочет этого. Мгм. Понятно. Хорошо. Спроси у Марка, видит ли он все обстоятельства, все эти контракты, весь его план. Видит ли он это? Он видит. Мгм. Так, готов ли он расторгнуть все эти контракты и сделать так, как он запланировал? Если он готов, пусть он это сделает и покажет тебе. Он такой огромный, выглядит как какой-то воин. И я вижу, что он снимает такую штуку, как будто бы у рыцаря. И вот это воздействие на третий глаз Мгм. такого, да, Мгм. он считывается как его миссия. И я ему говорю, чтобы он расторг контракты, и он, я вижу, вот так рукой отодвигает. Вот эта колода карт с этой подставной картой, с меченой. А эта меченая карта, это подтасовочные, считываются подтасовочные события. То есть он как бы разоблачает эту ложь, в результате которой вот это было подстроено, когда он убил этого друга, потом эти убийства его матери, когда его мать подставила. И я вижу, как он как разрывает эту черную нить смерти.
и выходит. Это как будто он разгрыз такую вену черную. И с этой вены как выходит его, они друг за другом вот выходят. Много-много вылетает, как ангелов, считываются души усопших. Мгм. Как идет вот как караван, эшелон, караван. И он расторгает этот контракт с этим дьяволом. Я говорю, с этим вот такое пространство, вот как будто морда лица человека, где нос, вот такие, как ноги. Что это такое, не знаю. Мгм. Ну, такие, как эти щупальцы у этого, А щупальца. да. Это из носа, значит, лимбическая система щупальцем. Да, да, Ну, это связь с антимиром. мгм. Вот. Ну, понятно, не видит истины. Он говорит, что он просто кричит так громко. Ну, не кричит, он говорит, Мгм. что говорит вот так: "Я отказываюсь умирать по твоему плану". Мгм. И начинают, выворачиваться такие черные вот шары, как булькают, вот так. Я передаю Марку, чтобы он вернул все частицы его души и запретил использование его чистой божественной энергии в интересах этих зверей, темных тварей. И я вижу, как с его сердечной чакры этот, как укол такой этой, как пика такая, как Мгм. стрела, уходит, а его божественные части возвращаются к нему. Он возвращает свой потенциал. Его энергосфера вот так выравнивается. Я ему теперь передаю, чтобы он отменил все свои смерти, простил свою мать. Она тоже сыграла свою миссию. И она просто человек, божественная, чистая душа. Я вижу, он эту черную демоническую подключку к этим материнским программам предательским просто отрывает, как будто отгрызает. Оно уходит, и он, считывается, возвращает свою мать к жизни. Он говорит, возвращаю ее к жизни. И она выходит с этих программ. Я ей тоже передаю информацию. Ты здесь? Да, Виктор, передавай Вот, она информацию, вот алгоритмы. выходит с этих черных ужасных программ. Я ей Мгм. передаю, чтобы она поднималась в самые высокие пространства, где отдыхают души. Мгм. Пусть она Пусть она забирает все выберет, да. частицы ее души и отказывается принимать все это зло, все подключки пусть оставляет, если она хочет. Там никто не имеет по законам Вселенной удерживать никого Мгм. насильно. Пусть она отдает карму, а сама возвращается в самые высокие пространства. Делает она это. Она это делает, а такие черные программы уходят. Я передаю Марку, чтобы он отсоединялся от всех привязок к матери, к этим чужеродным программам и отвергал их, и восстанавливал его целостность, гармонию его души, всю свою. У него в сердечной чакре здесь это сияние началось, чтобы он эти Мгм. все камни, все эти чужеродные программы зомбирующие убирал прочь от себя
И пусть сжигает все в портале, пусть отправляет все на утилизацию. И в этот момент я вижу снова его, он такой огромный, как какой-то витязь. И вот эту энергию, где это ну, это пространство с этой мордой, с этими вот так закручивается, и он это все отправляет в портал на утилизацию. Мгм. Полностью пусть почистит все Да. чужеродное, пусть отдает хозяевам и на аннигиляцию. Отсоединяется от всех подключек с антимиром, расторгает все отношения, возвращает все свои частички души, свой потенциал, всю свою энергию со всех мест, где он ее потерял. Я ему тоже передаю, чтобы он проверил все свои частицы души, все чакры, ноги свои, и чтобы он отменил решение, когда его мама делала аборты, пусть он выходит. Но в этих ситуациях я вижу, что он что я проявляю вместо его матери в том моменте, я захожу и как выношу его. То есть в этом моменте я вижу, нужно сочувствие. Вот Мгм. это истинная братская любовь. Это когда Поддержим мы его. сочувствуем, Мгм. да, тем, кому нужна помощь. Да, он принял на себя эту тяжелую миссию, поддержим его в нужных моментах. И я Чтоб- вижу, как он развивается, как ребеночек, и вырастает, и становится огромным вот этим витязем. Он вышел с этих обременительных эгрегоров. контрактов. Так. Да, с Мгм. этих эти пространства, где он чувствовал себя убитым, таким, ну, предательство, это были как комочки такой энергии, как пространство черные. Я говорю, чтобы он забирал. Вот он забирает из этих, помнишь, я говорила, как шарики какие-то бурлящие. Вот он вытаскивает его энергию, Мгм. и именно я вижу, что через аборты как раз и было это воздействие, были забраны вот эти энергии нерожденного. Я ему передаю, чтобы он родился. Я ему даю материнскую любовь, и как будто я его рожаю, Мгм. то есть позволяю ему родиться, то есть пройти этот цикл возобновления. Мгм. Все Отлично. черные энергии уходят. Мгм. Пусть Марк воздаст карму всем интерферентам, Люциферу, Мгм. и сделает, как он хотел, по плану, прервать род этого Люцифера. Пусть он это сделает. Я ему передаю информацию, чтобы он полностью возобновил работу своей сердечной чакры, всех своих чакр, энергетических центров, восстановил свое физическое воплощенное тело и очистился полностью от присутствия чужеродных энергий, воздействий, программ и от всего, что связывает его с антимиром. Он это сделал. И как дверь как будто бы закрыл. Я ему передаю, чтобы он очистил все его пространство от чужеродных энергий, программ, поднимался в самые высокие пространства любви, гармонии, счастья. Пусть наполняется энергией, жизни, гармонии. Все свои клеточки, все свои чакры, все свои Да, системы наполняет жизнью. Запускает, как положено, гармоничное функционирование на всех уровнях, во всех временах. Пусть он это сделает. он это делает, и проявляется вот этот какой-то Карл, этот Мгм. друг, который там стоял За деревом. за деревом. Я ему передаю информацию. Он сыграл тоже, он отказывается от этой роли,
и вспорхнул, его душа вышла с этой ситуации. Он тоже выполнил эту миссию. Я вижу, что это вот как колода этих карт. Она связана с перераспределением власти во Вселенной. И в этот момент я вижу, как этот, который сидел, Нимрод, который сидел, вот эта Вавилонская башня, это на самом деле как будто бы на пиндере на этом сидел. И эта вся власть, эта вся пирамида, вот этот пиндер весь вот так изогнулся, и вот эта пирамида власти вся ушла. И мы распределяем все энергии божественных конов по всем вселенным, запрещаем ложь и запрещаем хаос в нашей священной вселенной и передаем клич истины всем живым душам, чтобы все выбирали управление чистых конов священной вселенной. Мгм. Передаем всем душам призыв выбирать жизнь, коны Вселенной, власть Первого Творца, жизнь в гармонии, счастье, достатка и любви. Передаем эту информацию в все пространство каждой душе. Мгм. Мгм. Хорошо, Виктория, вернись к Марку, посмотри, как он выглядит. Я вижу, что он как будто бы вырывает какую-то штуку вот так из темного пространства. Так, что это за штука? Какой-то как кирпичик. Так, спроси у Марка, что за кирпич он вырывает. А он говорит, это мое благоволение. А что это такое? Бо- Или Благ... благоговение, или благоволение. Воля, благо. А, точно, благоволение. То есть Мгм. добрая воля. Отлично. И он говорит, я ушел от аспида. Мгм. Отлично. Ну Что ты вот его видишь? самый главный контракт расторгнут. Мгм. Спроси у Марка, все ли мы сделали для него на этом сеансе. Да. Отлично. Благодарим его за его трудную миссию. Мгм. Прощаемся с ним. Отсоединяйся, Виктория.